Всем привет! С вами Костян, и мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня пройдемся по супчикам фо. Мы заехали в такое место, где здесь раз, два, три даже практически одинаковых кафешки, а именно с супами фо и прочими фо-га, фо-бо, фо, черт возьми, не пойми что. Короче говоря, заценим, сравним, есть ли в них разница, потому что в цену они примерно в одинаковую. Ну и если у нас хватит сил, возьмем что-то еще кроме этого. Самое главное, есть ли разница между практически одинаковыми заведениями. Что ж, господа, начнем помаленьку. Мы заказали, потому что здесь только фошка, два размера. Здесь присутствует 4 размера, от самого большого, взрослого, до бла-бла-бла, совсем детского, где будет малюсенькая плошка, может быть, с одним кусочком мяса. Вот эта большая максимальная порция здесь стоит 50 тысяч донгов. Съев это, я уверен, будешь отсюда уползать полностью. Это чуть поменьше, назовем ее женской, хотя у каждого разные аппетиты, тем не менее. Короче говоря, Роман, ты у нас парень поздоровее и потяжелее, держи большую. Я возьму поменьше. Самое главное, так как мы сейчас в первом месте, я покажу в принципе, как есть суп фо. Потому что изначально на столе тебе сразу же присутствует. Это маринованный чеснок, скорее всего, насколько я вижу. Затем куча разной травы, включая базилик, какие-то вот еще дополнительные травы. Также пророщенные строчки соевых бобов, острота, лайм, сам супешник. Затем острый чили-соус, менее острый чили-соус типа кетчупа. Вот этот соус я понюхал, это какая-то стрёмная штука. Ром, тоже зацени, может быть, ты знаешь, что это. Но вот этот соус я бы так не рекомендовал особо добавлять, а вот остренького я чуть-чуть добавлю. Затем присутствует еще и вот такая вот паста. Вот ее тоже нужно обязательно будет немножко добавить. И, как всегда, конечно же, рыбный. То есть можно, конечно же, никто вам не запрещает сразу же просто приступать к этому супешнику. Что я и сделаю изначально. Попробую сам бульончик. Тот самый родимый, замечательный суп фо. Насыщенности немножко не хватает, но бульон сам по себе уже классный. Потому что здесь, знаете, по-моему, не на кубиках вообще. Вот Рома сейчас тоже попробует. Кубика я здесь не чувствую. Нет, кубика нет точно. Кубика нет точно, потому что это практически не соленый. У него именно такая мощная говяжья насыщенность. Давайте потихоньку собирать. Ну, я, естественно, на свой вкус буду это делать. Немножко остроты. Это вот этот острый чили. Чуть-чуть рыбного. Вот так. Можно даже побольше, но дело вкуса. Затем базилика. Какое количество вам нравится? Вот я обычно использую одну вот такую ветку, обрываю только листья. Эта ветка не нужна. И вот так вот нещадно, как можно мельче, ну, на мой вкус, порвать. И вот сюда это дело все отправить. Вот так есть. Немножко росточков, конечно же. Ромка говорит, это какая-то азиатская фасоль. Я слышал, что это зачастую росточки соевых бобов. Ну и небольшая ложечка вот этого соуса. Как это и что это называется, тоже вы видите на экране. Перемешиваем. Да, точно, я совсем забыл, я тоже это сделаю. Выдавить долечку лайма. Конечно же, это надо. Большому мужику большой базилик. А мне вот она не нравится. Знаешь, Ром, почему?
Она на зубах как будто ест тебя, у нее зубы есть у этой травы. На краях у нее шипы такие. А, хрустящие, зато прикольно. Ну, так-то да. А вот эту траву ты не хочешь? Нет, не надо. Я такой не люблю. Ну и вот теперь, когда уже бульон отбалансирован, а вы понимаете, что сбалансировать бульон под собственный вкус можно как угодно. Ну, просто придя сюда, у вас такое разнообразие, со временем поймете. Сначала одного, потом другого. Я вот, в общем-то, уже так привык. Но это сильно меняет бульон. И острота появилась, и насыщенность появилась. Да, совсем другое. Кислоты, я вот одну дольку лайма выжил, более чем достаточно. Но у меня порция небольшая. Вот в Ромкином варианте, где побольше лохань, я думаю, там это, может быть, зайдет получше. В плане не так сильно кисло будет. Ну, класс. Здорово. Бульон то, что нужно. По поводу же мяса. Сколько нам дают за 40 тысяч? Вообще нормально. Нет, тут Да нет, мяса вполне достаточно. Тоненькая, замечательная говядина. Пожевать, конечно. Ну, ребят, это супешник за 40 тысяч. О чем говорить? А можно мы сделаем обзор на одно это место и дальше не будем? А следующее в другое время. Я объясню почему. Это настолько вкусно, что у меня совесть меня съест, если я это оставлю. А вы же понимаете, если я это съем, все, следующее я уже попробовать только смогу. У меня большая дилемма. У Романа, я уверен, такая же. Потому что у него лохань еще больше. Это очень вкусно, это классно, это замечательный суп. В такую цену это просто потрясающе. Что касается меня, вот этой порции для меня абсолютно достаточно. Вот такую я бы съел, наверное, на ужин, если бы только позавтракал и без обеда. Ну, например, был бы чем-то занят, и вот я к ужину так сильно проголодался, вот, наверное, такая порция бы меня тогда полностью устроила. Иначе, вот, или это полноценный обед, да, вот такая вот ложечка. Рома половину уже тем временем скомячил, сейчас вот он дожует, скажет свое мнение. Я скажу так, вот именно эти ингредиенты, чеснок тоже на свой вкус, я вот не добавляю в суп чеснока. Можно еще свежего острого перца добавить, ровно то же самое. Это все каждый раз к каждому новому клиенту обновляется. Ну, кроме вот этих вот соусов. Вот это я имею в виду набор травы, это все новое у вас будет всегда. Я, пожалуй, отсюда съем все-таки только мясо. И то его здесь довольно прилично. Ну что, мясо, как говорится, не брошу. А лапша уж Господь. Роман. Ну, не зря у них написано «Фо Ханой», потому что это реально вкус ханоя, я сразу почувствовал. Это не сладкий бульон, и более ароматный, чем здесь на юге готовят. И немного другие специи используют. Мясо прям нежное, хорошее. Здесь добавлено, как и уже вот эта тушеная говядина, которая долго варилась, так они и свежую кинули, которую вот горячим бульоном залили. И мясо дофига. За эту цену, я бы сказал, это отличный вариант. Так что сюда можно заходить. Ну, местечко-то заходить, да. Я бы сказал так, зря они добавили название Ханой, потому что Ханой мне это совершенно не напомнило, потому что в Ханое фо абсолютно другой. Вот этот изначальный бульон мне его совершенно не напомнил, потому что там, вы знаете, там он сильно луковый, здесь такого нет. И там он очень сильно желирующий. То есть здесь вот такого желирующего эффекта, как на севере, нет. То есть, ну, скажем так, по мотивам северного вполне возможно. Мясо все съем, точно. Сказать, господа, что это охренеть как вкусно, ничего не сказать. Я постарался чуть-чуть местечко еще оставить, хотя бы на следующее заведение. Там мы фошку попробуем и, может быть, что-то еще. Я уверен, до третьего мы сегодня не дойдем, потому что, ну, мне совесть не позволит просто в третьем, знаете ли, вот так вот чуть-чуть попробовать. Можно с собой заказать, но просто, когда вам его уже подали,
и потом переложили, и потом ты довезешь домой, там лапша уже пропадет. Вот когда вы покупаете, сразу же заказываете нам с собой и привозите домой, там все в порядке, потому что вам не смешивают бульон с лапшой. У вас отдельный пакет с лапшой, отдельный с бульоном. И вы смешиваете это только, когда приезжаете домой. А вот когда ты уже все смешал, ты домой это уже не довезешь. Это будет труха, это будет невкусно. Поэтому либо кушай здесь, либо заказывай с собой. Роман, кстати, молодец. Он на полумеры не готов. Он молодец. Поэтому, что здесь сказать? Офигенно вкусный супчик за приемлемые, крайне приемлемые деньги. И я могу сказать так. Победить вьетнамский стритфуд с такими ценами и, самое главное, с таким вкусом и объемом, по-моему, невозможно. Переместились мы буквально через стену, то есть это прям граничащие между собой два заведения. И хорошо, набор, что считается вот дополнительным, абсолютно один и тот же. Лайм есть, острота есть, набор трав ровно такой же. На столе все то же самое. Рыбный, соевый, какой-то, кстати, вот там, по-моему, не было, это какой-то вроде устричный, ну и чили острый. А вот что касается самого супа, отличие прям налицо, потому что здесь какие-то колбаски нарезаны, сразу трава какая-то добавлена. Роман? Да, что важно, большая порция, вот которую я Роману подвинул, стоит ровно так же 50 тысяч. А я взял себе самую маленькую, которую здесь возможно взять, стоит она 35 тысяч. Поэтому потихоньку сейчас я тоже какие-то добавки сюда сделаю и будем пробовать. Для начала без добавок, естественно, сам по себе бульончик сравнить. Он темный, интересный, так, без травы, без всего. Абсолютно другой вкус. Это... Вот дай мне его так попробовать, я бы сказал, что это на фо похоже. Я думаю, что это из-за этих колбасок. Дай-ка я их сразу попробую. Да, это из-за них. Нет, они неплохие. Вроде бы с ними все в порядке. Нежное такое мясо, черный перец внутри встречается. Аромат как будто бы... Нет, не подумайте, не аниса ни в коем случае. Но какой-то не то выпечки, не то чего-то. Я не уверен, что он сюда хорошо подходит. Что касаемо количества мяса. Какие-то обрезочки... Подожди, все что ли? Не, я понимаю, у меня самый дешевый вариант. Но вы видели тот. Почти самый дешевый. У них отличие в 5000 донгов, ну вы же понимаете. 2 колбаски я съел. Все, что мне осталось, вот такой кусочек мяса, еще одна колбаска и вот кусочек мяса. Ну, что-то бедновато. Роман, а у тебя как по наличию всякого? Ну, вот эти колбаски, которые я вообще терпеть не могу, я бы их вообще исключил отсюда. Это понятно. Они отдельно неплохие. Согласись, вот погрилить их там сойдут. Мясо тоже намного меньше, плюс здесь только сырая говядина была добавлена, здесь не было вот этой нарезанной, которая уже заранее отварена. Ну, то есть здесь мясо вообще не на 50 тысяч, я бы сказал, на 35, а у тебя там вообще на 5. Типа того. Вы знаете, я тоже немножко разочарован. Я даже заправлять вот это дело не буду.
серьезно. Бульон совсем другой. Да, и он вот с этой вот выпечкой. Нет, мясо неплохое. То, что это свежая говядинка, значит, порезанная, это, в общем-то, и неплохо. Это классика фо. Нарезается сырая говядина, и когда тебе наливают горячущий, кипящий суп, кидаешь ты его в тарелку. Это нормально, это классика фо. Но что касается количества и зачем-то наличия колбасок, нет, мясо хорошее. Вы знаете, у меня ощущение следующее. Вот если там я посетил конкретно вьетнамское заведение, где мне подали классику вьетнамского фо, и я полностью ей доволен, я поел с большим удовольствием, я приправил то, как мне это нравится, то здесь подали что-то по мотивам вьетнамского фо со своими какими-то специальными дополнениями, которые я не уверен, что идут ему на пользу. Роман уже, в общем-то, мнение, наверное, свое сказал. Ну, я бы сказал, знаешь что? То, что Давай. если бы человек прилетел во Вьетнам и первый раз фобо попробовал здесь, он бы не понял, чем так люди восхищаются. Потому что вот этот суп, он очень-очень далек от настоящего фобо, и он сразу тебя так не цепляет, как настоящий фобо. Потому что каждый раз, когда я ем фобо, мне это нравится. А здесь я попробовал, это есть можно, но нет такого чувства восхищения. И вот когда ты такой, блин, вот это фобо, вот это да. Но это как у нас, та же самая история с оливьешкой. Ты приезжаешь в Россию, а дайте-ка мне салата оливье. И вот если тебе его, ну, классический, с колбасой, либо с мясом, либо с курицей подали, в общем-то ты такой, да, ребят, отлично, все здорово, вкусно. А если там вместо вот этих классических ингредиентов начали что-то извращаться, насыпали туда какой-нибудь фасоли вместо горошка, не знаю, вместо какого-либо мяса там, вот такие колбаски, например. Ты будешь есть такой, а что это такое, простите господи. Вот здесь примерно у меня такое ощущение. Я не могу сказать, что это невкусно. Это вполне себе достойно. Просто называться супом фо, вот это, на мой взгляд, не может. Это уже что-то другое. Это отдельное блюдо. Мы сегодня все-таки за супчиками фо пришли, и я вот изначально сказал еще когда, знаете, вот мы тут одно, второе, третье заведение посетим, и Роман такой говорит, Костян, а в чем смысл-то? Они все одинаковые. Я говорю, ну давай попробуем. Я еще тоже на превью такой неуверенно говорю, давайте, ну потому что может быть вот все один. Как видите, нет. И не зря мы это сделали, потому что там огонь. Там классика, здесь пока что не пойми что. Посмотрим, что будет в следующем, потому что, ну, здесь я остался голодным. Исправить вот этот вкус, ну, дополнить его можно, конечно же, да. И Роман абсолютно прав, что если вы изначально приехали и вот прям турист, и такой, о, фошница, сюда попали, вы будете крайне удивлены, и после этого привезете другие неправильные впечатления. Смотрите мои обзоры и посещайте правильные места. А мы расплачиваемся и перемещаемся в следующее заведение. Место есть. Пока нам несут супчики, хочу сказать следующее. Собрались во Вьетнам, обязательно пишите, потому что мы здесь занимаемся тем, что обустраиваем быт, жилье, трансферы и прочие экскурсии для туристов. Сейчас уже народ начинает писать с бронью жилья на октябрь, ноябрь, декабрь и даже на январь. Потому что в туристический сезон, когда вы соберетесь ехать, например, ой, в декабре я хочу приехать на январь. Ребята, будет сложновато. Самые вкусные и приятные предложения вот сейчас можно забронировать, потому что в то время, когда вы соберетесь, их уже может не быть. Так что обязательно пишите. Все мои контакты находятся в Телеграме, по ссылочке внизу. Нашли в шапке, написали, Костян, собираемся. Все покажу, все расскажу.
Приезжайте обязательно во Вьетнам, отдыхайте и вкусно кушайте. Переместились мы в следующее место, но нам пришлось немного отъехать подальше. Дело в том, что через стенку, там такие красивые фотки, витрина, все дела, оно было закрыто. Мы, короче говоря, поехали, и Роман привез меня в одну из своих любимых фошниц. Он говорит, я здесь частенько бывал раньше, как он сказал, и это именно фошница, где Ханой, где как раз то самое. Роман взял с говядиной, я взял с курицей. И как я говорил выше, может быть, это осталось за кадром, отличительная особенность супа фо в Ханое – это большое количество лука изначально, которое у тебя в супе присутствует. С точки зрения же подачи, здесь набор ровно такой же. То есть ничем не удивили. Много базилика, много вот этой дополнительной травы и вот этой вот третьей травы, которая меня кусает, потому что она как пила. На столе ровно все то же самое присутствует. Давайте заценим для начала бульончик. Будет ли это действительно похоже? О, здесь жир. Да. Я согласен, Роман. Вот тот, который ты сказал, похож на ханойский, да. Здесь тоже он похож, но у меня с курицей. А она использовала разный бульон? Нет, один и тот же. Один и тот же. Вот я и вижу, что здесь навар-то ровно тот же самый, просто наполнение мясное другое. Это натурально, вкусно. Судя по кусочкам и отрезам мяса, вы сами понимаете, что это. Это грудка. Следовательно, никаких, в общем-то, проблем, хотя я бы предпочел темное мясо курицы. Ну, давайте замешаем. Я даже не думаю, что здесь мне потребуется что-то поправлять, дополнять, еще что-то. Хозяйка принесла колбаски. Просто попробовать. Ну, Ромка здесь захаживает, поэтому у них такие понебратские отношения. Это вкусно. Это уже сразу изначально вкусно. С лапшой, с кинзой. Да, кайф. Я хочу все-таки немножко добавить. Да, это острый чили. Вот так, чуточка. Все-таки я рискну, чтобы было разнообразие, исключительно вот этого непонятно вонюченького соуса. Я у жены узнаю название этого, и, соответственно, оно где-то здесь появится. Что это, из чего это, я не знаю. Больше точно не рекомендую. Так, а это что у нас? Ну это другой чили, это ладно. Типа темный. Да, и рыбного, конечно же, чуть-чуть рыбного. Вот так. Все, порядок. Перемешиваем. А еще росточков можно. Вот так. И теперь можно побольше остроты. А давай вот другой попробую остроты сюда. Попробуй вот это. Нет, это я не хочу, это я знаю. Вот так вот добавить. На самом деле, вот здесь все неплохо. И по количеству мяса я вижу, и лапши. Да, как вы видите, порция это поменьше, чем у нас была самая большая богатая лохань в первом месте за 50 тысяч. Потому что здесь вот эта плошка стоит 35. На мой взгляд, это очень даже неплохо. Мясо присутствует, тем более, что даже и грудка. Давай вот так вот все вместе с грудкой, с травой и с лапшой. Ухватывайся все вместе. О, как-то вот так. Именно за этим. Именно вот за этим ты заходишь. В первом месте вопросов нет. Все отлично. Второе место, недаром там никого и не было. Мы в первом месте сидим с Ромой, кушаем. Приходит второй столик занят, третий, четвертый столик занят. Мы закончили, там некоторое количество столиков занято.
перемещаемся во второй, а там тишина, там перекати поле просто катается и никого нет. Мы еще кричали эту самую, не официантку, а хозяйку, видимо, чтобы нам приготовили. Ну, я не удивлен, почему. Потому что там какой-то странный у них выбор блюда. Здесь же вопросов нет. Раз, два столика заняты здесь, но это малюсенькое совершенно заведение на трассе и дешево, вкусно, замечательно. Естественно, все 3 точки будут присутствовать на карте, как обычно. Напоминаю, что все места, которые мы посещаем, они все указаны на карте в описании, ссылочки. Так что если собрались во Вьетнам, тыкнули ссылочку, обзорчик положили себе в закладки, а потом, приехав, тыкнули ссылочку и посетили ровно то же самое место. Я считаю, что это очень здорово и классно. Здесь я могу уже наконец-таки это все до конца доедать. Роман, вот твое мнение. Вообще, ну, для начала по этому заведению. Здесь мне еще больше напомнило ханойский фо, потому что, ну, опять же, это не сладкий бульон, который прям очень приятно есть. И очень-очень насыщен по специям изначально, то есть даже и не хочется ничем его улучшать. Ну, я вот немного базилика добавил и лайма. И вот из всех мест, ну, вот это бы я поставил сегодняшних на первое. Там, где мы были в первом заведении, я бы тоже его на первое поставил, но это чуть более первое, чем то. А вот второе место я бы закрыл вообще. Ну, чтобы люди не разочаровывались, которые сюда приезжают и случайно могут туда попасть. Да, да, я в целом с Романом согласен. Первое заведение действительно кайфовое, вкусное, огромная лохань. Здесь поменьше лохань, но не менее вкусная. Второе же заведение, они зачем-то начали экспериментировать. Я не против экспериментов, пожалуйста, ребята, вообще нормально, все в порядке. Только если вы видите, что эксперименты пустые залы, ну, как-то что-то пошло не так. На мой взгляд, вот то заведение называться фошницей, на мой взгляд, не может. Как ты считаешь? Ну, да. Ну, это не фото. Ну, нет, если чисто прямой перевод фо, это вот эта рисовая лапша плоская, то окей. Ну, с таким подходом, да, наверное. Но когда вы видите здесь фо, это означает, что это будет вот такой суп. То есть, либо классический, либо там с каким-то другим наполнением. Кстати, ты знаешь, вот когда мы сюда приехали, вот сейчас под съемочки появится, я здесь сразу понял, что это натуральный ханойский. Потому что там очень и очень много хрящиков желирующих вот этих. Не хрящиков, вернее, а именно суставчиков желирующих. Они прям отдельные там. Надо, кстати, будет сейчас у хозяйки узнать, а с ними тоже можно что-то, да, заказать, наверное. Я бы с удовольствием заказал. Во-первых, это и для твоих собственных суставов хорошо, а во-вторых, это как раз-таки отличительная особенность северной кухни. Напомню, мы находимся на юге. Ребят, и как всегда, огромное спасибо всем тем, кто уже поддерживает мой канал. Без вас мы бы просто этого ничего не смогли сделать, снять и показать. Вы же прекрасно знаете, что YouTube платит за просмотры, а у меня 75-80% просмотров из России, а за них не платится. Таким образом, монетизации нет. Поэтому всем тем, кто подписывается на Boosty, на Patreon, либо присылает разовый донат, огромное мое спасибо. Подписавшись при этом на Boosty, за всего лишь 150 рублей в месяц, а у нас роликов выходит порядка 10 в месяц, поэтому по 15 рублей за ролик примерно получается, вы получаете также доступ и к контенту, который неформатный слегка. Мы с Романом, бывает, беседуем на разные темы, и на Ютубе, если бы я их опубликовал, меня бы сразу, знаете ли, так забанили. Поэтому ко всему предыдущему контенту вы ровно так же получаете доступ. Подписывайтесь на Boosty, там выходит все пораньше, там все выходит без каких-либо рекламных интеграций, и в частности вот этой, например. Поэтому можно наслаждаться едой без всякого лишнего. Спасибо вам.
В общем, прикончили мы с Ромкой наконец-таки те самые фошки, которые были у нас, а я с собой домой заказал как раз-таки тот вариант, который мне здесь захотелось попробовать, а именно с хрящиками. Вот так вот упаковывается сам бульон, там у меня и мясо, и хрящики, все внутри. Отдельно, как я и говорил, упаковывается лапша, она горячущая, здесь все вместе вот так вот. И набор травы. Тебе с собой еще вот ровно такой же набор травы точно дают, поэтому все. Я не знаю, стоит ли это столько же, сколько и обычная здесь фошка, потому что у меня и мясо, и хрящики там. Но я не думаю, что это сильно будет отличаться от 35 тысяч долларов, которые мы здесь платили за вот эти вот супчики по. Потрясающе, вкусно, замечательно, но, как видно, не везде. Давайте подведем итог. Подводя итог, можно сказать следующее. В заведениях практически всегда у вас будет нормальный фо. Ну, как сегодня, знаете ли, получилось 2 из 3, но на самом деле почти всегда это будет именно нажористый, нормальный, хороший фо. Что же касается исключительно стритфудного места, я имею в виду там, где нет ни столиков, ничего, которые работают только на выдачу. То есть вот вам запаковали и все, проваливай. Там чаще всего готовят на кубиках, очень сладкий может быть, не везде. Но там попасть на, скажем так, менее аутентичный вполне себе возможно. Но он неплохой. Я и стритфудный рекомендую, и вот такой вариант тоже рекомендую. Именно, знаете, методом проб и ошибок вы все-таки, проходя некоторый путь, должны сами приехать сюда. И приезжая сюда, скорее всего, у вас не будет такой ситуации, как у нас сегодня. Мы просто удачно очень попали на неудачное место. 99% все будет вкусно и замечательно. Поэтому смело заезжайте, пробуйте как стритфудный, так и в кафешках, так и в кафешках на вынос, так и в стритфуде на вынос. Главное одно правило – не в туристической зоне. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Суетят, немножко сбивают. Один заезжает, другой приезжает. Да. Подводя итог, можно сказать следующее. А именно, в заведениях зачастую... так, плохо. Сейчас соберусь. Давайте подведем итог. А это он и был на самом деле. Ну все, всем пока тогда.